А ты мог бы нам дать прогноз, предсказание на 2025 год? Конечно, с удовольствием озвучу вам не столько предсказание, сколько напутствие и небольшое послание на 25 год. Хотя, конечно, многие из вас ждут каких-то пророчеств, но это не совсем по адресу, поэтому вот так. Хорошо, слушайте, мои любимые и долгожданные слушатели канала, который является наиболее достоверным с точки зрения чистоты той информации, которая проводится здесь и сейчас. Мое участие и неизменное сопровождение процессов и событий, которые срежиссированы задолго до того, как они будут проявлены в нижних слоях, а именно в том, в котором пребываете вы, это третья мерность, напомню. Мое участие и сопровождение неизменно и является безупречно выверенным в каждом моменте и событии. 25 год станет особенным для многих и многих жителей этой чудесной планеты. И в данном случае речь идет о людях, как наиболее активной части ее обитателей, которые сформировали и продолжают формировать как события общего характера, так и события персонально каждого из вас теми поступками и выборами, которые уже были совершены и будут далее формироваться. Предстоящий год, 25-й, по вашему летоисчислению, станет практически финальным в реализации и закреплении тех процессов, которые уже были вами проведены на всех уровнях и на общественных в том числе. И этот год будет формирующим ваши судьбы уже в большом космическом пространстве, именно как душ, которые будут далее набирать опыт во многих и многих инкарнациях на протяжении целых порядков эонов временных отрезков. Это будет очень важный год, потому что далее за ним последуют действительно преобразующие события уже в году 26-м. 25-й же будет годом подведения итогов, больших итогов в том предстоящем урожае, который последует за 25-м. Речь о выборах и задачах, которые вы как души будете закреплять в 25 году. Не ждите 25 года чего-то сверхнеобычного и преображающего на физическом уровне, хотя, несомненно, некоторые события будут иметь весомый характер на просторах Терры именно для гуманоидного сообщества, для вас, тернианцев. Но все же это еще не будут те события, которые будут разворачиваться далее, именно начиная уже с 26-го. 25-й год будет своего рода затишьем перед большим экзаменом, когда у вас будет время и возможность в неспешном ритме все более и более включаться в пространство духовных материй. Это более имеет отношение к тем, кто еще не осознал, насколько важны темы духа и его формирования и будущего. Несомненно, мои поздравления всем тем, кто выходит на финишную прямую с уже точно оформившимися представлениями о себе как о духе, как о душе и как о звездном сознании. У вас в 25 году, несомненно, усилятся процессы пробуждения и воссоединения с вами самими же на более высоких уровнях. Постарайтесь в предстоящем земном году все более сосредотачиваться на своем внутреннем мироощущении и попытках услышать и выходить на связь со своей душой и своими звездными семьями. Несомненно, 25 год будет насыщен многими событиями в вашем земном человеческом сообществе на всех уровнях, начиная от политического и заканчивая сугубо личностными переживаниями. Здесь имеется в виду, несомненно, экономические и военно-политические события, и события, связанные с все большим открытием занавеса мира, который вы называете потусторонним. Но это скорее внешние события, хотя для вас они будут наиболее
животрепещущими и выразительными на физическом уровне, на уровне той мерности, в которой вы себя самоопределяете и формируете. Но это, как уже было сказано мной, внешние события, внешняя ткань событий. Несомненно, яркая, пестрая и далеко не всегда такая приятная, какую вам хотелось бы видеть, но тем не менее это тоже часть тех общих больших процессов, которые реализуются и будут реализовываться далее как необходимые игровые условия для решения тех кармических задач и программ, которые выбираете вы как души, когда идете на театральные подмостки земных сценариев и ролей. Некоторые большие потрясения, несомненно, произойдут в этом году, и финансового характера в том числе, но они все же не окажутся кардинально изменяющими ваш уклад жизни, как это представляется некоторым из вас уже на протяжении нескольких десятилетий. И тем не менее, это часть всех тех сценарных событий, которые обязательно будут реализованы и в 2025 году тоже. Постепенное понижение доминирующего влияния старой матрицы в вашем пространстве и земном укладе будет ослабевать. Но 25-й год в этом смысле не будет тем преобразующим рывком, которого, может быть, некоторые из вас уже ждут. Как уже говорилось на вашем и моем канале, смена старой матрицы, ее демонтаж будет происходить последовательно, не быстро и займет несколько десятилетий. Но все же важные моменты уже в этом процессе запущены. Не ждите в 2025 году каких-то больших, чудесных, неземных событий, которые помогут вам утвердиться в ваших представлениях о себе как о духовных сущностях. Ваша земная жизнь и ткань земных событий, несомненно, продолжат плестись и расплетаться в тех банально-бытовых обстоятельствах, в которые вы практически все пребываете. 25-й год, как уже объявил, будет тем самым последним, спокойным в глобальном смысле для вас. Временем, когда у вас еще будет время на то, чтобы подумать и осознать многие важные вещи о себе и о жизни. Далее же события начнут развиваться стремительным образом настолько, что у вас уже не будет практически времени для того, чтобы оглянуться и присесть для отдыха. 25-й же год вам такие возможности будет предоставлять, несомненно. Для многих из вас 25-й год станет годом все большего выхода из цепких объятий тех информационных капканов и ловушек, в которых вы пребывали долгое время в поисках ценной и важной для вас животрепещущей информации. Все будет потихоньку начинать отваливаться, и вы будете иметь возможность частично уже начать очищение от тех больших информационных завалов, которые были вами сформированы, в которых вы оказались в результате тех длительных поисков чистой такой нужной вам информации о себе и о жизни, как о духе и душе. Используйте это время по максимуму, ориентируясь на очищение и освобождение от всего того ненужного и тяжелого бремени представлений, в котором вы находились долгое время и все еще находитесь, но уже начинаете ощущать, что нечто большое и важное, действительно кардинальное приближается все быстрее и быстрее к вам всем. В добрый путь, мои дорогие, с чистыми сердцами и благими выборами, с чистотой в сердцах и благостью, все более и более проявляющейся на ваших лицах. Время еще есть, постарайтесь использовать его не впустую. Как уже было сказано в самом начале, мое участие и сопровождение всех тех процессов, которые будут проходить как на Терре, так и во многих регионах и очагах цивилизации человеческого сообщества, предопределено. И, как вы уже слышали, наверное, неоднократно, ни один волос не упадет без моего ведома. Особенно когда идет решающая и окончательная сверка всех
параметров соответствия вас как душ и Терры как великого сознания, гостями, которые вы временно сейчас являетесь. В добрый путь. Ну, как-то так. Так, что тут еще? 25-й год, 25-й год. Там какое-то полотно еще на нем. Он так немножко виднеется, как щелочка в приоткрывшуюся дверь. Под закрытым знаком таким. Ну, это естественно. На нем не может быть в конкретике ничего озвучено. Кстати, знаешь, что вот тот образ, который, ну, как дверь, да, вот открылась, и появилась маленькая щель света. Это вот, видимо, и есть 25-й год. То есть он еще не будет тем, который откроет дверь полностью, но он уже приоткроет ее. Потому что когда дверь откроется, все так зальется светом, значит и событиями, связанные с очищением, что тут уже времени на, так сказать, подумать почти не будет. Не знаю, так ли это или нет, но я вижу, ты как будто бы протянул руку. Ну, то есть руки. Я их протягиваю, да, Можно взяться за твою руку и крепко держаться? конечно, Ленушка. И это может сделать любой, несомненно. Спасибо тебе большое. У меня еще есть вопрос. Готовятся ли сами души, чтобы активно как-то выйти на контакт вот в этот последний такой более-менее спокойный относительно тех последующих лет? Несомненно, души в последний отрезок относительно спокойного периода вашего существования, как цивилизации тронианцев, будут нарастать в своих усилиях, дабы достучаться до тех, кто может их услышать. Таких, к сожалению, немного. Надо признать этот факт, таких меньшинство, но тем не менее в общем числовом значении таких душ и аватаров уже достаточно для того, чтобы поддержать Терру и все те процессы, которые будут далее разворачиваться в перспективе предстоящих нескольких десятилетий. Да, они будут стучаться, и у кого-то из них это, несомненно, получится, но души, как уже было в некоторых сеансах озвучено, часто сталкиваются с тем, что физические сознания, носителями которыми вы являетесь, и представителями которых вы являетесь именно на физике как люди, представители физического сознания, вы часто игнорируете сигналы вашей души и ваших звездных семей и сообществ, к которым имеете отношение, ввиду той загруженности того информационного мусора, в котором пребываете, и в котором часто, к сожалению, не можете сориентироваться и выбраться, так сказать, на сушу. Ну а души уже, как сказал, да, несомненно, это будут стараться делать и проводить. Они это и делали всегда. Но вот в этот оставшийся год их усилия в этом направлении будут более активными и целенаправленными. Да, несомненно, они это будут реализовывать, ну а уже получится или нет, это покажет время. Спасибо. А вот те, кто слушает твой канал, это не случайная же история? Это, получается, души смогли направить их? Да, верно, это помощь душ. Но не все, кто подключились к этому каналу, действительно останутся в этом потоке информационного сопровождения вас накануне больших событий и большой жатвы, которая будет длиться, как уже было сказано, на протяжении нескольких десятилетий. Но да, часть душ и часть слушателей вашего канала, несомненно, оказались здесь именно потому, что их высшие аспекты к вам привели. Да, как когда-то и меня. Да, Ленушка, как когда-то и тебя. Спасибо тебе. Тебе, Ленушка, спасибо.